Сейчас абсолютно весь рынок стоит на ушах из-за того, что в ближайшие 48 часов может решиться судьба биткоина. Ведь сегодня SEC во главе с Гэри Генслером проведет секретное заседание, на котором юристы, адвокаты и чиновники SEC будут обсуждать большое количество вопросов. Но самой главной темой этого заседания станут те самые заявки на биткоин ETF. Твиттер уже разрывается от огромного количества постов, которые связаны со 2 ноября. И очень много обычных инвесторов, а также экспертов считают, что именно 2 ноября и в последующие 48 часов SEC одобрит биткоин ETF. Также положительные прогнозы связаны с тем, что сегодня SEC будет рассматривать заявку от компании Grayscale, которая выиграла суд против SEC этим летом, а также шансы на одобрение растут после того, как новый тикер BTCO от Invesco и Galaxy появился в списке всех ETF-фондов США. И дополнительно BlackRock уже ведет переговоры с крупными рыночными маркетмейкерами, которые готовы обеспечить ликвидность ETF-фондам. Да, друзья, запах одобрения уже летает в воздухе, но все мы прекрасно знаем, что такое SEC и кто такой Гэри Генслер, от которого можно ждать все что угодно. И поэтому сегодня в ролике я хочу поделиться с вами своим мнением насчет того, одобрят ли ETF в ближайшие 48 часов или нет. Также сегодня вас ждет актуальный разбор вчерашнего выступления Джерома Пауэлла после заседания ФРС, подробный анализ по биткоину, который вчера снова пробил 35 тысяч, и, конечно же, мы поговорим о Solana, которая уже успела пробить $40 и может закрыть 2023 год выше $100. И, кстати, Solana я вам рекомендовал покупать неделю назад вот в этом топе монет, даже несмотря на то, что она уже выросла до $30. Поэтому, если вы хотите увидеть новый топ монет на ноябрь, которые вырастут так же, как Solana и принесут вам хороший профит, давайте по традиции наберем 800 лайков, и мы сделаем для вас это видео. Так что за лайки заранее спасибо, вы на канале Coin22, меня зовут Влад, давайте начинать. Итак, дорогие друзья, сегодня мы затронем очень много последних новостей, предстоящее заседание SEC, а также разберем вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, на котором он намекнул, что ФРС не будет повышать ставку в декабре, что является хорошим фактором для биткоина. И, кстати, первыми, кто получил самые главные тезисы пресс-конференции Пауэлла, были подписчики нашего Telegram, потому что там мы делимся только актуальной информацией. И пост про заседание SEC мы также сперва опубликовали именно в Telegram, поэтому переходите, подписывайтесь и сразу получите календарь с важными экономическими событиями на ноябрь, которые оказывают особое влияние на биткоин. Но самое большое влияние, конечно же, оказывают новости, связанные с ETF, как, например, сегодняшнее секретное заседание SEC. Все началось с того, что ровно неделю назад на сайте SEC появился вот такой документ, в котором говорится, что 2 ноября SEC проведет заседание, но они указали, что встреча будет закрыта для публики, то есть туда не сможет попасть пресса и никакой онлайн-трансляции не будет. А вот главными темами обсуждения станут административные разбирательства, урегулирование исков, судебные решения, а также вопросы, связанные с биткоин ETF. И несмотря на то, что в официальном документе нигде не указано, что SEC будет рассматривать ETF-заявки, есть очень много неподтвержденных новостей, что на этой встрече SEC рассмотрит заявку от Grayscale. По этому поводу известный американский адвокат Скотт Джонсон заявил, что есть большие шансы на одобрение ETF уже 2 ноября. Адвокат взял в учет такое же секретное заседание SEC 19 октября 2021 года, после которого комиссия одобрила первый фьючерсный ETF на биткоин, и его капитализация выросла на $1 миллиард за очень короткий промежуток времени. Таким образом, можно предположить, что SEC собрала это заседание для выполнения судебного мандата, который вынуждает SEC повторно рассмотреть заявку от Grayscale. Также недавно SEC получила множество изменений в заявках от BlackRock и Fidelity, а Скотт Джонсон отметил, что SEC обычно требуется 2-4 недели для рассмотрения таких изменений, и он ожидает, что SEC может дать какие-либо комментарии по этому вопросу в ближайшие недели. Дополнительно, буквально вчера на сайте ETF появился второй биткоин ETF от Invesco и Galaxy по тикерам BTCO. А еще я бы хотел добавить то, что сейчас BlackRock активно ведет переговоры с маркетмейкерами, которые уже готовы предоставить ликвидность для будущих ETF. И как я говорил еще в этом видео, все идет к тому, что ETF одобрят. Но неужели это будет сегодня или завтра? Конечно, очень хочется, чтобы SEC реально одобрила ETF в ближайшие дни, но
если смотреть правде в глаза, то лично я думаю, что если в последующие 48 часов мы не получим никаких комментариев от Генслера и не будет официальной информации на сайте SEC, можно будет снова набираться терпения и ждать как минимум января. И если уж говорить о потенциальных шансах, то я больше склоняюсь к тому, что никакого одобрения ETF мы не получим, и SEC продолжит тянуть время до последнего дня, ведь в принципе им спешить некуда. А также сейчас последнее, что захочет делать Генслер, так это одобрять биткоин ETF. Но Гэри Генслер человек-загадка, особенно после его поздравления с днем рождения биткоина. Поэтому мы продолжаем следить за новостями и этим секретным заседанием, потому что если ETF все-таки одобрят, я думаю, вы представляете, что будет с ценой биткоина. Ну а другое заседание уже успели провести чиновники ФРС, ведь вчера опубликовали новую процентную ставку, которую решили оставить на старом уровне. Это не было для нас сюрпризом, и в последних роликах я неоднократно говорил, что ФРС оставит ставки на старом уровне. Но самое главное — это речь Пауэлла, на которой он сказал, что в декабре ФРС также, возможно, сделает еще одну паузу. Такие комментарии Джерома Пауэлла, конечно же, открывают отличные возможности для рискованных активов и биткоина. И даже несмотря на то, что индекс доллара возвращается на локальные максимумы, это не мешает рынку крипты показывать активные движения. Каждый день та или иная монета растет по 10-15%. И если вы до сих пор ищете подходящее время для торговли, хочу вам сказать, что оно уже наступило. И сейчас участники нашей подписки Coin22 Pro ежедневно получают качественную аналитику и зарабатывают хорошие проценты прибыли. Например, пару дней назад наши аналитики предоставили лонг-сделку на монету Atom, где была указана точка входа и уровень фиксации от 50% профита. Такой простой формат работы подойдет даже новичкам, потому что дополнительно у нас есть пошаговое обучение и круглосуточное сопровождение. Мы успешно работаем уже более 2 лет, и за это время наши специалисты предоставили очень много прибыльных сделок. Также у нас есть официальный сайт, где вы можете получить всю информацию касательно Pro, поэтому не упускай свою потенциальную прибыль, а переходи по ссылке в описании, становись участником Pro и получи свою первую прибыль уже сегодня. Возвращаясь к вчерашней пресс-конференции Джерома Пауэлла, на ней он дал понять, что рост доходности долгосрочных казначейских облигаций снижает стимул для повторного повышения процентных ставок. Пауэлл отметил, что политики могут повысить ставки на встрече в следующем месяце, но он также допустил, что чиновники, возможно, завершат свою кампанию по ужесточению ставок. Джером Пауэлл заявил, что финансовые условия значительно ухудшились в последние месяцы, что обусловлено более высокой доходностью по облигациям, и подчеркнул, что предыдущее повышение ставок оказывали положительное давление на экономическую активность и инфляцию. А в конце он сказал: в свете неопределенностей и рисков, а также того, как мы далеко продвинулись, комитет действует осторожно. Мы продолжим принимать решения каждое заседание. Если говорить о влиянии на рынок, то биткоин оставался торговаться без изменений, а вот индекс S&P 500 прибавил около 1%, а также после публикации ставки ФРС доходность двухлетних облигаций резко упала, ниже 5%, а доходность десятилетних облигаций также упала до двухнедельного минимума. Такое падение доходности облигаций подтверждает то, о чем я говорил ранее, ведь сейчас рынки рискованных активов начинают привлекать внимание инвесторов на фоне еще одной паузы от ФРС. Тем не менее, в этом году остается еще одна встреча ФРС, после которой уже будет более-менее понятно, к чему нам стоит готовиться в 2024 году. Но пока мы с вами разбираем эти последние новости, сейчас в Амстердаме проходит масштабная конференция Solana, на которой присутствует более 4000 человек, а также большое количество ведущих разработчиков, инвесторов и лидеров других проектов, как, например, Render Token. Сама конференция посвящена будущим обновлениям блокчейна Solana и тому, как Solana можно интегрировать в различные направления. Но если вы не планируете строить свои проекты на Solana, я думаю, вам будет более интересно узнать, что сейчас происходит с ее ценой. И вы не поверите, но всего лишь за последний месяц цена Solana выросла аж на 100% и даже не спешит останавливаться. Буквально неделю назад у нас выходило вот это видео, в котором я говорил, что после небольшой консолидации выше $30 цена начнет новую волну роста, аж до $40, что в принципе и произошло. Правда, тогда многие писали, зачем покупать Solana, если она уже выросла, но причин для покупки было много, начиная от показателя TVL, который растет каждый день, заканчивая большим количеством обновлений, которые ждут Solana в будущем. И учитывая, что сейчас Solana привлекает огромное внимание крупных фондов, она имеет все шансы, чтобы стать третьим блокчейном после биткоина и эфира. И нетрудно догадаться, что будет
будет происходить с ее ценой на этом фоне? Solana уже выросла почти до $50, и я думаю, в ноябре она может закрепиться выше этого уровня, и это станет отличным фундаментом, чтобы уже в следующем году Solana вернулась на уровень $100, если условия на рынке позволят это сделать. И конечно, это будет зависеть от биткоина, который на протяжении уже недели уверенно консолидируется выше 34 тысяч. Те, кто активно следят за биткоином, уже давно заметили, что на 4-часовом графике он сформировал вот такой восходящий треугольник, или так называемый флаг. Но вчера биткоин уже пробил эту линию сопротивления, и когда его цена зафиксируется выше 35 тысяч, он продолжит свое движение вверх до 36, 37 и в лучшем случае $40 тысяч. А также, согласно данным, биткоин привлекает постоянный приток спроса со стороны крупных инвесторов, с тех пор как 20 сентября было объявлено о приостановке ставок ФРС, и на протяжении октября было более 7 тысяч транзакций на сумму более $100 тысяч. Поскольку 79% холдеров биткоина находятся в прибыльных позициях, общее настроение внутри экосистемы больше положительное, и есть определенные факторы, которые могут обеспечить рост до 40 тысяч, ведь 3 миллиона адресов купили 1,17 миллионов биткоина по минимальной цене $35 137, и скорее всего продавать прямо сейчас они не будут, ведь новостной фон слишком положительный, и тем более они находятся в безубыточной зоне. Поэтому мы продолжаем ждать, когда биткоин пробьет новый максимум этого года, а также внимательно следим за тем, на каких уровнях происходит самое активное накопление, и делимся с вами этой информацией в нашем телеграм-канале, чтобы вы всегда знали, какие уровни могут обеспечить поддержку биткоина. Так что обязательно подписывайтесь, сохраняйте себе календарь событий на ноябрь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео, в котором мы с вами и увидимся. Поэтому вам желаю удачи, до скорых встреч!